Ну что, вашему вниманию предоставляется обзор нашего маленького домика. Да-да-да, я очень люблю эту туалетную тему. Я взяла ключ, стоит душ 10 злотых. В общем, сейчас будет смертельный номер. Водитель находится в машине без обуви. То есть это... Dzień dobry, moi drodzy! Witam wszystkich на канале Чемоданное настроение. Jest там Ольга Глаголева. Ну и мы отправляемся в очередное путешествие. Но не на автобусе я отправляюсь, не на поезде, а на фуре. Вот. Сегодня расскажу вам о буднях дальнобойщика, вообще, в принципе, наверное, о работе дальнобойщика, о том, как тут все устроено, наверное, с женской точки зрения. Не буду про погрузки и разгрузки рассказывать, потому что об этом куча всяких каналов есть в интернете. Ну что, если интересно, то подпишитесь на канал, поставьте лайк и по чемоданам! Но на фуру я попала не сразу из Познани. Сначала мне пришлось доехать на электричке до Вроцлава, потом до Сгаржельца, пограничного с Германией города. Мы здесь были зимой прошлого года, и на канале, кстати, есть выпуск о немецком Гёрлице и польском Сгаржельце, разделенных между собой мостом. Посмотрите, если еще не видели. Вот так и живут люди. С одной стороны Германия, а с другой стороны Польша. Проходит граница между двумя городами, которые, по сути, один город. Город Гёрлиц превращается в город Сгаржелец. А из Сгаржельца уже до стоянки тиров мне пришлось брать такси за 20 злотых. И вот, наконец, спустя 6 часов дороги я у цели. И, друзья мои, нет, я не стала дальнобойщицей, а всего лишь приехала на встречу с мужем, который почти месяц уже находится в рейсе, то есть в каденции. Ага, даже почти в 50 лет в жизни должно быть место авантюризму и романтике. Я думаю, что вы со мной согласны. Это автоматическая стиралка. Это сушка уже, да, Коль? А, это сушилка. Тут даже для дебилов написано по-русски. Внизу пралка. Ага. 20 злотых, да? То есть 20 злотых. Стиралка и 10. Стиралка и... То есть ты уже постирала, и, получается, она сушится. Да. Я такое вообще не видела. Слушай, ну классно. В общем, сейчас будет смертельный номер. Сколько едет дальнобойщик и как они отдыхают? Можно ли ехать день и ночь, чтобы совсем устать? На самом деле, конечно же, нет. В день дальнобойщик может проезжать только 9 часов, максимум 10. Это 2 раза в неделю. Может 10 часов беспрерывной езды. Но беспрерывно это так сказано. На самом деле должны быть обязательно перерывы. Минимум через 3 часа дальнобойщик обязан сделать перерыв 45 минут. И вот мы стоим сейчас как раз после перерыва вот на таком многофункциональном комплексе заправочном. Здесь в Польше мне очень нравится инфраструктура. В принципе, везде по Европе она тоже есть. Здесь, сейчас я вам покажу, здесь есть все. Во-первых, конечно же, заправка, на которой уже есть и магазин, и кафешка, ну и, конечно же, сама заправка. Также на территории вот этого заправочного комплекса есть отдельный туалет, отдельно Бургер Кинг, в котором тоже есть туалет, и на заправке есть туалет. Да-да-да, я очень люблю эту туалетную тему. И есть также и детская площадка, и такие беседки, где вы можете просто посидеть, типа сделать пикник, скушать еду, которую вы взяли с собой. 45 минут мы сейчас постоим и едем дальше. Через следующие 3 часа тоже мы обязаны остановиться, можем остановиться и отдохнуть. Но максимум 4 часа можно так вот, 4, по-моему, 4,5 можно так проехать, но потом обязательно отдыхать. Если вдруг приперло во время езды и тебе прям в туалет захотелось, то ты можешь тоже заехать на заправку и, естественно, справить свои надобности. Вот такие многофункциональные комплексы на трассах в Польше через каждые 30-40 километров расположены, то есть проблем
никаких нет с тем, чтобы найти такое место. А вообще вся рабочая смена продолжается максимум 15 часов, средне 13. То есть сюда входит 9 часов, это ты находишься за рулем, перерывы по 45 минут, то есть еще плюс 1,5 часа. И если, например, это загрузка, разгрузка, или тебе нужно что-то сделать с машиной, тоже сюда входит. Если ты превысил, это будет большой штраф, поэтому никто не превышает, ты обязан соблюдать режим труда и отдыха. То есть проехал ты, например, 9 часов, если у тебя нет никакой погрузки, разгрузки, после этого ты должен обязательно на 9 часов остановиться, чтобы отдохнуть. От 9 это минимум 9, 10, 11. Так, пойдем посмотрим, что в ассортименте Бургер Кинг. Смотрите, какая красота. Здесь народ почти нет. Ой, мой любимый туалет. Сейчас я вам покажу. То есть 3 туалета в этом комплексе. Вот стандартный, как в любой кафешке. И такой, что туда не буду заходить, там, ладно, зайду. Вот 3 кабинки. Я должна зайти, чтобы свет включился. Автоматически свет здесь включается. 3 стандартные кабинки. То есть это помимо того, что есть туалет на улице, и есть туалет на заправке. Так, посмотрим. Вот такие вот штуки у них прикольные. То есть это как бы в лаваш завернуты они, но вот они не ровными сделаны, а таким вот образом. Видите, еще вегетарианский есть с халуми. Это вот сыр такой. Вот смотрите, у них тут есть вот такая прикольная картошка. То есть острая, но тут с какими-то, да, то есть фритки, картошка фри, какая-то добавка здесь. И вот такая тоже. Ну, цены, в принципе, вот вы, наверное, видите, да, так сейчас вот бургеры, да. Вот 23, 30. Тут дороже, чем в Маке. 40. Ну что, 45-ка заканчивается, я иду к машине, ну и мы едем дальше. Через 3 часа опять можем остановиться и передохнуть. Очередной МОП, очередная наша остановка. 3,5, где-то около 4 часов мы проехали. Опять нужно 45 минут стоять по правилам. Здесь уже не Бургер Кинг, а Макдональдс. Тоже практически инфраструктура та же самая. Радует то, что здесь, в большинстве своем через 40 где-то километров вот такие они все эти, то есть их не нужно выискивать где-то, что это хорошие заправки с хорошими отзывами, они практически все здесь такие. Вот отдельные туалеты, эти туалеты, как правило, био, но там 3-4 кабинки и есть также комната матери и ребенка для того, чтобы ребеночка маленького с пеленальным столиком перепеленать. Но запах не прям идеальный, там чисто запах присутствует. Вот такие беседочки там деревянные были на предыдущем МОПе. Здесь уже такие вот со стеклянной крышей металлические. И мы бы, честно говоря, с удовольствием бы здесь перекусили, если бы не дождь. Погода не очень. Градусов 12, наверное, на улице. Есть Макдональдс. При нем там детская площадка. Вот, да, обратите внимание, они загорожены и там были детские площадки, чтобы дитё ваш никуда не сбежало. Можно посадить, пусть бегает. Ну, такая маленькая, скромненькая, но она есть прекрасно. Одна горочка, ребенку размяться после дороги, почему нет? Макдональдс. В Макдональдсе тоже есть туалет. И напротив Макдональдса заправка Лотос, и там же у них есть и кафе, и магазин, где можно купить какие-то самые необходимые товары. Внутри мы не были, но сегодня были на одной заправке, там прям практически настоящий супермаркет. Конечно же, все-таки на трассе продукты дороже в этих супермаркетах, магазинах, чем в обычных магазинах в городе.
И посмотрите, все заставлено. Видимо, популярная заправка, все заставлено фурами. Многие зашторенные стоят. Если фура зашторена, то этот человек может стоять на 9 часов, отдыхать 9-часовую паузу. Но если просто с открытыми окошками, то 45 они стоят, скорее всего. Вот зашторенные фуры, посмотрите, видите? Человек зашторился и спит. Ну, может быть, он не спит, может быть, своими делами занимается. Но, как правило, если вот так зашторено, то это на большую паузу человек стоит. А, ну вот тоже зашторенная. То есть многие здесь просто выходные проводят, вот человек там отдыхает. Может смотреть фильмы какие-то, может спать. Инфраструктура вся, по сути, здесь есть. Довольно часто на таких заправках оставляют машины, если пустая фура, можно ее оставить и съездить куда-то в ближайший город. Но это же заправка около города, и можно, например, или такси вызвать, или какой-то общественный транспорт недалеко. А так, конечно, если ты на трассе, то уехать отсюда будет, мне кажется, сложно. Но сейчас немножко покажу, как здесь культурное хождение в машине. Вот, смотрите, принято, что водитель находится в машине без обуви. То есть для того, чтобы это вот правила такие хорошего тона, для того, чтобы не пачкать кабину. И обувь оставляют вот здесь, вот на этих, ну, на этой лестнице. Вот у нас стоит чайник, мы сейчас попьем чаек и поедем дальше. Ну что, 9 часов мы проехали, остановились на паузу 24 часа. Вот на этой парковке недалеко от города Остров Мазовецкий. Здесь не очень большое количество мест, и было достаточно сложно запарковаться, но тоже есть, вот видите, Макдональдс, заправка. На заправке есть магазин. И вот уже практически все здесь занято. Тоже многие встают на ночь, ну, либо на 9 часов, либо на уже 24 или даже на 45. Ну, кстати говоря, на этой трассе, которая идет на Белосток, таких заправок поменьше. Таких мест. Это новое. А, ну вот смотрите, Subway. Тут тоже есть, ну, заправки там внутри. Такая инфраструктура. Раздельный сбор мусора. И вот еще что хочу показать, что во многих местах для собак стоят вот такие миски. То есть вы можете своего питомца поить, там даже водичка не летает. Дальнобойщики, конечно же, принимают душ, когда, ну, стараются, по крайней мере, большинство из них, когда останавливаются на вот таких вот парковках. Да и на парковках, конечно же, места общего пользования, в том числе души, бывают. Но я сейчас тоже, как настоящая жена дальнобойщика, пойду сейчас попробую принять душ и показать, как здесь вот эти места выглядят. Ну, кстати говоря, это не на каждых парковках бывает душ, и это здорово, когда он есть. И также вот есть туалет, и я предполагаю, что душ тоже там же находится. Вот комната матери и ребенка. Кстати, можно посмотреть,
как это выглядит. Ой, как. Слушайте, ну это шикарно просто. Это не туалет, это прям конкретно для мамы с ребенком. И стульчик вот здесь. Слушайте, вообще здорово. Туалет для инвалидов отдельно. Это женский туалет. Ага. И вот как раз душ. Ну что, я взяла ключ, стоит душ 10 злотых, и 20 злотых нужно оставить залог. Обычно по-разному бывает. Можно, иногда они берут залог какие-то документы, в данном случае они берут 20 злотых. Ну что, момент истины сейчас посмотрим. Ха. Ничего себе. Итак, умывалка здесь. Так, это что? А, это туалет. Ага. И... Слушайте, ну это очень прилично, я хочу сказать. Это прям the best, что называется. Единственный нюанс, здесь некуда совершенно положить вещи. Ну, то есть вот есть крючки, но не все вещи можно повесить на крючок. Вот. Если только вот так. Конечно, стульчик бы здесь какой-то не помешал. Ну что, друзья, это прекрасно просто. Я не знаю, вот если только прицепиться к тому, что полочек нет для туалетных вот этих умывальных принадлежностей, куда это все можно поставить. А так, вот даже и фен, я, например, расческу с собой не взяла, вот сейчас с собой в душ. Я даже не думаю, что тут фен есть. Это просто великолепно. Ну и что еще можно делать, пока стоишь 24 часа, отдыхаешь? Не только смотреть какие-то видео, но и, конечно же, монтировать. Тем более в Маке есть для этого все необходимые условия. Ну что, вашему вниманию предоставляется обзор нашего маленького домика, в котором я живу 2 дня, а дальнобойщики живут по несколько месяцев. Да, каденция у дальнобойщиков, как правило, я не помню, говорила я об этом или нет, как правило, 2 месяца они ездят беспрерывно, и потом какое-то время, неделю или 2 отдыхают, и потом, ну это стандартный такой режим, и потом снова на 2 месяца в трассу. Итак, как же устроен здесь быт? Ну, начнем с того, что вот тапочки у меня стоят, но они вообще должны внизу стоять. Все, то есть это правило хорошего тона в кабине. Ты как дома, и ты должен разуваться. Либо у тебя должны быть отдельные тапочки для кабины и отдельные тапочки для улицы. И 2 сиденья здесь. Но, как правило, дальнобойщики есть в одиночном экипаже. В двойном это достаточно редко, либо это с учеником, либо с женами ездят. Часто, когда жена тоже, не как я пассажир, а тоже дальнобойщик. Такое бывает. Что мне нравится, я стою сейчас в полный рост, то есть тут такая высокая кабина, что можно встать в полный рост. Я просто первый раз, когда это узнала, я была в абсолютном шоке, что так возможно. Это, конечно же, очень удобно. Вот, сзади меня 2-я полка, и полки здесь очень удобные, они длинные, они больше 2 метров, то есть стандартные простыни натяжные, на них не налезают. То есть даже самый длинный, самый высокий человек вполне может уместиться. То есть мы, например, я вот в ноги кладу себе рюкзак, чемодан, и вот здесь вот я размещаюсь. И они не такие, как в поезде, они очень удобные, вот как матрас хороший ортопедический дома. И широкие, шире, чем в поезде. Ну, это место водителя, и когда ты садишься, оно под тобой прогибается. То есть, удобно и можно выправить. И руль можно подвинуть, как ты хочешь, и вперед-назад, спинку, конечно же, тоже. Вот место водителя первого. И тут она сейчас согнута, потом она откидывается, и полноценное место. Как правило, здесь, так как не очень много мест хранения, здесь тоже барахло всякое хранится. Ну и куча всяких полочек. Вот, например, вот полка,
Вот полка. Вот полка. Вот здесь полка. То есть полок достаточно много. Да, есть пылесос, если ты загрязнил машину. Вообще хорошим тоном, как я уже говорила, считается босиком ходить, и машину загрязнять нельзя. И сдавать машину ты должен в чистоте, хотя не все водители это соблюдают. И вот еще что, друзья мои, смотрите. Здесь есть вот такой большой холодильник, в который ты можешь положить все необходимые продукты. Здесь и морозилка есть, но в данном морозилка, она как бы вот здесь должна такая перемычка стоять. Но в этом холодильнике она отсутствует. То есть, видимо, и вот тут кто-то очень хороший человек, в кавычках, эксплуатировал, оставил вот такой декор. То ли они тут, не знаю, плов варили, то ли еще что-то. Но в целом достаточно чистая машина. Ну вот примерно вот так вот выглядит домик дальнобойщика. В принципе, мне прям, мне нравится. Конечно, это не кемпер, и это, конечно, не американский трак, где там можно и отдельно, и прям целая полноценная кровать, и отдельно стол, и холодильник большой. Я просто смотрела видео, прям меня это очень впечатлило. Но, в принципе, здесь достаточно комфортно. Особенно, если ты один, то вообще классно. Мне нравится. Господи, как страшно, капец вообще. Ну что, вот подходит к концу мое короткое дальнобойное путешествие. Мы въехали уже в Белосток. Коля сейчас отдаст документы здесь, и ему нужно будет ехать на Литву. Я здесь остаюсь, возвращаюсь в Познань. С удовольствием поехала бы в Литву, но у меня, к сожалению, нет визы, и я в ожидании карты, значит, мне можно только по Польше путешествовать. Ну и если вам понравилось, мне было очень любопытно, если честно, я прям в полном восторге, хотя немножко устала. Ну и если вам понравилось, то поставьте лайк, напишите, может быть, у вас мужья дальнобойщики, и ездили ли вы со своими мужьями, и как у вас впечатление. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. А с вами была Ольга Глаголева, канал «Чемоданное настроение». Скоро увидимся снова в новых роликах. Пока-пока. О, Господи, как страшно. От России так страшно.